Добрый день, дорогие друзья, добрый день. Привет из почти зимнего Кишинева. Буюканы, Скулянка, центр. Я нахожусь на кругу. Здесь опять я по своим задачам. И по дороге поснимаю вам все то, что есть на этой Магале. Новую почту, новый переход, пединститут, завод Топаз. И вот этот, собственно, круг, разделяющий вот влево туда Скулянка. Мы приехали сверху по Чернышевского, бывшей ныне Иван Крянга. Это начало Буюкан, там начало Скулянки. И здесь же, скажем так, начало центра, потому что здесь начинается бывший проспект Ленина, ныне Стефан Челмари. И вот главный корпус пединститута, в котором учился ваш автор, во дворе которого я не был уже, наверное, 30 лет. Может быть, 29-28. Вот напротив видна остановка, тоже пединститут. В обе стороны пединститут. Да. Университете педагогики Иван Крянга. Он так и назывался раньше. А я учился на художественно-графическом факультете. Поступил в 88 году, но это не после школы. После школы в 85-м я поступил в политех на ПГС. Отучился год, потом ушел в армию советскую. 2 года прошло. Я вернулся, отучился. Не знаю, сколько я отучился, но я забросил учебу в политехе очень даже быстро. Да, потому что не мое это было, мне не нравилось. Только черчение я сдавал без экзаменов. И там начерталку, начертательная геометрия. А все остальное мне как-то было... Хотя прекрасный коллектив, прекрасные воспоминания. Мы дружим до сих пор с ребятами из политеха. 2 колхоза, особенно после армии хороший колхоз был. Обалденный. Ну, все понимают, те, кто был студентом в техникуме, в институте, в университете, все знают, с чем связаны молодые годы и пребывание в колхозе. Романтика, любовь, вино, гитара, приключения. Вот сюда мы проходили, не было вот этих вот ворот тех дальних черных. Этот вот парапетик был всегда. Здесь были деревянные двери, деревянные окна, и тут у нас была не кафедра это. Тут мы занимались, у нас были труды, потому что я учился на учителя рисования, черчения, труда и отдыха. Да. Тут у нас были труды, кафедра трудов. И здесь мы занимались резьбой по дереву, кто хотел. У нас был выбор дополнительно заниматься. Кто хотел резьбой, кто керамикой, кто ковроткачеством, девочки там шитье, кройка белья, там, короче, такое домоводство. Ну, учитель труда — это и есть домоводство. Учитель труда, как этот юмор есть в интернете, есть уроки труда, значит, должны быть уроки отдыха. Согласен. Вот мы здесь занимались отдыхом. Вот тут наши были на 1-м этаже мастерские. И чем мне понравился пединститут, вот всем привет, всем крянговцам, кто здесь учился, всем большой пламенный сердечный привет. Обалденные были годы. После политеха я сюда попал как пионер-лагерь. Самая точная наука это было черчение, начертательная геометрия. Ну и камень преткновения для меня был английский, потому что я его не любил тогда. Но, видать, знал, о чем речь. Хотя технически я знаю, там open, safe, то, что в компьютере, в телефоне, шаре, море. Вот тут этой забегаловки не было. Тут был просто проход. И вот там, вот это здание по ходу, это был наш корпус худграфа. Сейчас его перенесли туда, ближе к Комсомольскому озеру, на улицу Даватора. Да. И вот тут еще один такой красивый корпус. Я не знаю, кто тут, где какой факультет. Я знаю, что наш был худграф. Мы прошли сейчас начальное школьное
воспитания, ну, эти учители младших классов. И вот этот корпус, у нас тоже здесь были занятия, очень красиво. Посмотрите, как гармонично, хотя оно такое, как бы, административное, но какие красивые елочки поставили. Как это, а вот наш худграф. Видите, худграф. Тут еще был какой-то клуб, бильярдный, там в торце, там еще были мастерские сзади, столовая. Замечательные годы, да. Так вот, я и не рассказал, чем мне понравился еще худграф. Это же рисование, там рисунок, живопись, черчение. А так вот, рисунок и живопись, уроки, занятия, эти пары, они назывались постановкой. Вот по рисунку, допустим, постановка, и по живописи могла. Самая короткая была, 8 часов, не знаю. Если была постановка на 8 часов, это очень мало. Так вообще 16-24 часа общего времени. И там по одной паре минимум, 2 пары стандарт, то есть 4 урока у вас рисование. Потом еще одна пара, это 2 урока. Живопись, к примеру, или композиция. Вы представляете, если вы опережаете график, вот этот 16-24-часовой график, вы переходите, вы сделали за 6, за 4. Я успевал за 4 часа сделать экарше. Экарше — это гипсовая голова человека, там, где вот показаны мышцы, сухожилия. Экарше называлось. Я справлялся до 4 часов вместо 16-18. Гуляй поле. И еще чем мне нравился пединститут, что можно было, вот идет пара, да, как вот, стандартный урок, да, как в других заведениях, учебных заведениях, да, не путать с барами, ресторанами. И есть такое понятие отдохнуть, дать отдохнуть глазу. Знаете, как развеяться, так скажем так, освежиться. Можно во время занятия встать, выйти в коридор, выйти на улицу, покурить сигарету. Вот мы это использовали с полной силой, с полной самоотдачей, самоотверженно выходили в туалет. У нас было много ребят со всей Молдавии, они приезжали, которые жили в общежитии, и так вообще привозили с собой хорошее домашнее вино. И мы его тихонечко, красиво распивали в туалете. Туалет у нас был общий, мужской и женский. Там, если зайдет кто-то вот женского пола, вот мальчики ждут. Опа! Вот сюда я зайду. Народная одежда. Вот это попс. Что я давно мечтал. Хочу себе вышиванку молдавскую. У меня уже 2 кушмы есть. Ага, так вот. Ни в коем случае не путать мой рассказ с пропагандой алкоголя и тунеядства. Все было очень цивильно и чинно. И вот так мы учились в пединституте. Начертательную геометрию и черчение, конечно, я не сдавал. Все было автоматом, без экзаменов. Рисунки мои и композицию иногда там ДПИ собирали, художественный фонд, особенно рисование, рисунок. Да, а вот ДПИ, конечно, не ДПИ, это композиция. Там вот какую-то фигню как нарисуешь, чем хуже, тем больше считалось оригинально. Я еще тогда заметил, что это все фигня, блин. У нас такие, прости господи, я видел таких бездарностей, которые все-таки своим упорством и зубрежкой закончили институт и еще умудрились кафедру аспирантуру. Ой, блин. Здравствуйте, а кто последний? Женщина. Я вот. Он тоже идет? Да. Я Марк. Не слышишь? Угу.